Привет, меня зовут Лена. Я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный, насыщенно шоколадный торт. Он получается нежный и бархатистый, а готовится очень просто. Бисквит и глазурь. Друзья, я подготовила для вас супер сборник. 7 лучших рецептов ПП-тортов. В каждом торте вы освоите несколько технологий в приготовлении ПП-десертов. Я подобрала торты так, чтобы вы получили полную картину по видам коржей, кремов, начинок и декора. Эта книга не просто сборник рецептов полезных тортов. Эта книга – своеобразный аналог обучающего курса. Приготовив эти торты, вы освоите все лучшие технологии, узнаете обо всех вариантах замен и к тому же получите все инструменты для собственного творчества. Сможете готовить полезные торты для себя, своих близких или на продажу. Лучшие пропорции для беспроигрышного результата теперь всегда будут у вас под рукой. Пройдите по ссылке в описании и посмотрите сами. Нам, конечно, понадобится шоколад. 100 грамм. Я использую горький шоколад без сахара. Растапливаем его любым удобным способом. У меня это водяная баня. Я просто ставлю его над горячей водой и оставляю на несколько минут. Также нам понадобится 3 яйца. В этом рецепте очень важно, чтобы яйца были комнатной температуры. Разделяем яйца на белки и желтки. Я отделяю белок над отдельной емкостью и слежу, чтобы ни грамма желтка не попало к белкам. И уже тогда перекладываю белки в чашу для взбивания. Белки нам понадобятся чуть позже. Проверяем шоколад. Он должен полностью растаять и стать текучим. Добавляем к нему 100 грамм теплого молока. Именно теплого, в этом тесте не должно быть ничего холодного. Перемешиваем. Добавляем сюда же желтки и взбиваем с помощью миксера до однородности. К белкам добавляем 70 грамм объемного подсластителя. У меня это аллюлоза, относительно новый безопасный подсластитель, способный заменить сахар. Можно также использовать пудру эритрита, натуральный сироп или мед. Важно, чтобы количество было не менее 70 грамм. Добавляем 1 грамм соли для вкуса. И взбиваем белки. Чтобы белки хорошо взбились, не забывайте соблюдать простые правила. Чаша и венчик для взбивания должны быть обезжирены. К белкам не должно попасть ни грамма желтка, а подсластителя должно быть не меньше, чем в рецепте, и желательно, чтобы он был в форме пудры. Когда вы видите, что за венчиком остается след, который уже не опадает, можно проверить готовность белков. При перевороте чаши белок должен оставаться полностью неподвижным. Перекладываем шоколадно-желтковую смесь к белку и перемешиваем. В данном рецепте можно воспользоваться миксером. Это не повредит, но заметно упростит задачу. На невысокой скорости перемешиваем обе массы. И нам понадобится 60 грамм любой цельнозерновой муки. У меня это мука зеленой гречки. Добавляем к муке 6 грамм разрыхлителя и просеиваем эту смесь небольшими порциями через сито. Каждую порцию тщательно промешиваем лопаткой, чтобы не оставалось сухих участков. А уже потом добавляем следующую. Должно получиться вот такое пышное, мягкое, насыщенное шоколадное тесто. Я буду выпекать в кондитерском кольце диаметром 16 см. Кольцо просто ставлю на противень, застеленный силиконовым ковриком. Перекладываю тесто и отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 40 минут. Пока корж печется, ставим на водяную баню еще одну порцию шоколада – 70 грамм. Готовность коржа проверяем деревянной шпажкой. Она должна выйти полностью сухая. Когда корж остынет, проходимся ножом по бортику, чтобы вынуть бисквит. Срезаем с него неровную шапочку. Тут не жалейте, можно срезать побольше, потому что эта вкусная крошка пойдет на покрытие тортика.
Срезанную шапку коржа я ломаю на кусочки и измельчаю блендером в крошку. Чтобы аккуратно декорировать торт, я выкладываю на подложку 4 широкие полоски пергамента. Вот таким образом. Сверху на него кладу бисквит, дном вверх. Шоколад за это время уже давно растопился. Добавляем к нему 55 грамм теплого молока и тщательно размешиваем до однородности. Можно также воспользоваться блендером. Кстати, вместо молока здесь можно использовать какой-нибудь сок. Например, апельсиновый, абрикосовый или малиновый очень вкусно сочетается с шоколадом. Вот такая гладкая однородная глазурь должна получиться. Заливаем поверхность тортика глазурью. Аккуратно распределяем лопаткой. Боковую поверхность тоже покрываем тонким слоем глазури и обсыпаем шоколадной крошкой. Кусочки пергамента аккуратно вынимаем. Вот такой простой и аппетитный тортик получился. Давайте его разрежем. Он очень мягкий, режется так легко. Посмотрите, какой нежный бисквит внутри. Очень мягкий, влажный и сочный, и очень шоколадный. У этого торта насыщенный шоколадный вкус. Все любители шоколада точно оценят. И в дополнение к бисквиту сочная шоколадная глазурь. Это очень вкусно. Торт довольно прост в приготовлении и при этом необычайно вкусный и нежный. И простой декор выглядит очень лаконично. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!